Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаш, и это топ последнего известного состава GTA 13. Все его члены прямо сейчас у тебя перед глазами. Пойдем от слабейших к сильнейшим. Много вопросов и недовольств было по поводу моих слов о топ-4 капитанах текущего поколения. Решил ответить и разрушить многие заблуждения. Победителей после этого ролика не будет, да начнется лютый срач, разогревающий комьюнити Блича. Приятного тебе просмотра, я начинаю. Думаю, ни для кого не будет секретом, что слабейшим звеном во всей боевой организации GTA будет Исане Катецу. Наша писечка-хилочка логично дослужилась до капитана 4-го отряда. На контрасте с прошлым капитаном Унаханой она смотрится, ну, не просто безобидно, а негативно бесполезно. У нее буквально 0 ачив за все главы Блича. Тут никакого двойного дна. Основная спецификация — лечение и поддержка других членов 12 отрядов. Духовный меч Исаны и Тегума, известная высвобожденная форма в Шикае, команда Беги, не очень боевое название, правда? Из рукояти выходят еще два лезвия под 45 градусами, ни способностей Шикая, ни Банкая у нас нет, на протяжении всего аниме ничем не выделялась, поэтому занимает 13 место в боевом плане. 12 место — Тацуза Эмониба, ныне капитан 7-го отряда. Бывший член 11-го, кстати, абсолютно спорный кандидат в капитаны, который является разве что идейным продолжением Камамуры, так что повышение в должности произошло разве что из-за моральной или харизматичной составляющей внутри отряда. Почему он спорный капитан? Ну, спустя 12 лет при наличии таких лейтенантов, как Ренджи и Хисаги Сикаку, он смотрится явно убого и в проигрыше. По ачивам также не показал абсолютно ничего, иногда встретился в паре сцен, а сейчас вон, капитан ебать. Убогий дизайн как его самого, так и меча, какой-то скимитар с доп лезвием на конце без рукояти, херовый характер с, как по мне, отсутствием харизмы. Чел запомнился разве что плохим юмором и клоунской ролью. Абсолютная неизвестность, от него я явно ничего не ожидаю, поэтому 12 место. 11, ну тут поинтереснее, Лиза. Персонаж мне нравится как характером, так и внешним видом. Она действительно крутая, капитанша 8-го отряда, которая в прошлом была лейтенантом Кюраку в этом же отряде. А далее и Вайзардом, суровая, достаточно сдержанная и скрытная, уж точно подходит на роль капитана хотя бы в моральном плане и историческом, ибо многие помнят ее. Еще во времена арки фальшивой Каракуры могла сражаться с той же Харибел, не освобождая своего занпакта. У нее достаточно интересный стиль ведения боя, в нем много хореографии. Много кувырков, прыжков, сальтух, энергозатратно, но неожиданно и эффектно. Сам занпакта носит имя Хагура Тонба, стрекоза Железного моря. Команда высвобождения Шикая Грами. Ножны и меч соединяются, крутятся обеими руками и через пару кадров образуют подобие копья, хорошее в ближней и средней дистанции. Также была показана техника в Шикае, она ударяла 14 лучами во врага. Увы, больше ничего, ни особых способностей в шикайной форме, ни тем более Банкая. 11 место она занимает из-за своих боевых техник и маски пустого, ибо это все-таки Вайзард. Однако она стоит ниже других из-за изначального опыта. Небольшое обобщение по слабейшим капитанам. Спустя 12 лет мы мало чего знаем о них, поэтому я расставил их в том порядке, как они были до этого. Ну а топ-10 и более того топ-9 открывают также Вайзарды из недавнего ролика про капитанов Роуз и Кинсей. 10 место Роджера, мы знаем и его Шикай и Банкай, так же как и у Кинсея на 9 месте. Однако оба этих капитана, которые находятся в своих должностях уже более 120 лет, были просто унижены, как два бесполезных мусорных ведра перед непрайм версией посредственного Штернриттера Маскулина. Он унизил Банкай и обоих и отправил их спать без особых напрягов, перед этим отымев лейтенантов. Насколько слабы капитаны Вайзарды в сравнении с теми, кто прошел тренировку у нулевого отряда, мы можем увидеть далее. Лейтенант Ренджи Абарай даже не чувствует их противника в полной его мощи, ему абсолютно насрать на него. Все это подкрепляется еще и цитатой Руки: «Этот противник тебе не ровня».
То есть она, просто почувствовав уровень его реакцию, взглянув на него один раз, определила, насколько он силен, и учитывая ап себя и Ренджи, выдала эту цитату. И кстати, была права, ибо Ренджи потом действительно за одну атаку отправил Штерна, который в свою очередь вырубил 2 кэпов Вайзардов со 120-летним стажем на тот свет. Почуяли разницу в силе у тех, кто прошел тренировку в каждом замке нулевого отряда? И нет, это буквально небо и земля. Лейтенант в разы мощнее, чем 2 старых капитана со способностями пустых, да еще и не в банкайной форме. И это касается любого, кто тренил в ДКД, не только Ренджи, а в Банкае так он вообще отымел маскулина ровно за одну главу, в парочке страниц. Более подробно о Кинце и Роузе вы узнаете в отдельных роликах, а пока что они открывают наш топ-10, показывая разницу в силах между некоторыми персонажами. Слитые и забытые. 8 место. Она и раньше не отличалась чем-то особенным, а если сравнивать с прошлым капитаном 2-го отряда, то вообще пиши пропало. Сойфон. Прислуга семьи Шихаин из низшего сословия никак себя особо не показала против мусорного Штерна BG9. Имеет прикольный Шикай, который контрится большей реакцию, и совершенно неудобный Банкай, который не подходит для ее стиля ведения боя. Сюнко также не такое сильное, как у Юруичи, хотя и есть сильные стороны этой техники. Я о Крике Мгновения, который будет достаточно скоро, примерно в 3-й серии. Но если говорить в сравнении, она чуток сильнее 10 и 9 места. Это из-за ачив, показанных в бою с Бараганом, и потенциала атакующей мощи Банкая, попасть которым не так уж и сложно, ибо радиус удара огромный. Поставил я ее выше, потому что ей, по крайней мере, хватило сил сильно ранить противника и вывести из боя. Поэтому с большой натяжкой, по моему личному мнению, но ставлю ее выше Вайзардов. Всех, кроме следующего. Хирака Шинджи. Также недавно делал базовый ролик по нему, поэтому подробно о техниках и ачивах в нем. Здесь же коротко, вкратце. Лидер команды Вайзардов, видит антагониста произведения еще в пузе, умеет в сэра, талантлив по всем аспектам. Кидо, шунпа, фехтование, но, увы, везде недостаточно. Всесторонне недоразвитая личность. Но еще в арке Маятника отличался своим потенциалом и авторитетом, ибо остальные капитаны равнялись на него, хоть и были в такой же должности. Обладает читерным Шикаем, который не работает только на монстров с огромной адаптивностью. Так что в бою с другими кэпами, которые были до, побеждал бы даже без маски, просто используя способности Саканады. Но является также слитым бачком. Всосал Айзену за 2 секунды, сосал Бомбьюти Бастербойн за 2 секунды, сосал Жирару за 2 секунды. Куба, за что ты так не любишь Вайзардов? Слезы и печаль, но мне не жаль. 7 место. Кстати, обладал бы он более универсальным Банкаем, стоял бы выше, но пока уступает своим коллегам, хоть может встать с некоторыми вровень, на 3 минуты пока активна маска. А теперь мы добрались до основного действа. Если честно, только ради последующих мест я вообще делал ролик. Настало время поджигать жопу, ибо это будет хейт-разбор, как в стиле КРД. Что будет, если взять Муичиро и соединить с Тенгеном? Получится Тошира. Да, 6 место. Кицугая Тошира. Обладатель сильнейшего занпакта водного типа. Синегами с потенциалом стать главнокомандующим. Имеет читерный, нереальный банкай, как по площади, так и по эффективности. Но пока что зеленый пацан, агрящийся на любую провокацию. Вспоминаем, как его вокруг пальца крутил Айзен просто своими вкидосами. Как Тошира разбил хуям боевой строй всего Гютея, открывая его для атаки, ибо бреши были прямо на ладони Айзена. Вспоминаем его тупые рывки и потуги сделать все в одиночку. Холодный образ и характер вне боя тает как лед в сражениях благодаря эго и тупости с молодостью. Еще до 2-го сезона он ничего не смог в своей базе, что сосал у того же Ями, а в Банкае так вообще отлетал от любки. В битве с Цангду в ТКВ, который даже Фольша не юзал, сражался в базе и отписал. Потом кастанул Банкай и слился как девка, крича о своем занпакта, что в очередной раз показывает эмоциональную незрелость. Отлетел нахуй от Базби, когда сам был в тандеме с Мацумото. Абсолютно бездарно, кстати, ибо поворачивается спиной к врагу, труп которого не видит. Отлетает сначала от одного пальца, причем не из слепой зоны, а вот хлебала в хлебала. Потом вообще ломает занпакта, не в состоянии отразить 2 пальца, падая на землю от Штерна, который даже не выкладывается. И вот этого овоща десятки, нет сотни людей ставили в топ-4 капитанов текущего поколения. Я, конечно, понимаю почему, ибо все мне исписали.
Мол, Банкай — истинная его форма, которая делает Тошика взрослее, а способности апает до максимума. И да, это факт. Этот Банкай выносит как Рукию, так и Бьякую, ибо потенциал у него ебанюся. Однако, Тошира не может юзнуть его в бою самостоятельно, ибо чтобы его применить, нужно до времени и миллион помощников, отчего Тошира просто не может активировать его в одиночку. Он отлетает от Цангду и не мог его банально ранить до пустификации Банкая. Нет, вы вкуриваете вообще? Чтобы одолеть лоха Штерна, ему понадобился пустофицированный Банкай. От база тот вообще улетал с 2 пальцев, а это 40% силы. Вот уж реально как 2 пальца обоссать. Оп, Хицугаю. А вот чтобы Тру Банкай юзнуть, пришлось сначала заюзать обычный в 659 главе, пока Жерар ему дружбу предлагал и даже не атаковал толком, пока тот летал по округе. Далее ему в помощь пришел Бьякуя, отвлекая внимание, продлевая Банкай, давая время на форму. Потом к ним приперся Зараки, который в соло держал Жору несколько глав. И лишь в 670 главе наш Хицугая показался в полной форме Банкая. Ёб его душу, 11 глав юзать тру форму Банкая с помощью Зараки и Бьяку и против не самого быстрого противника. О да, это ваш топ-4 капитан. Имбовостью воняет. Хотя погодите, это не имбовость, а дерьмо. Но сколько вы мне комментов по нему оставили, мол он входит и в топ-4, и в топ-3. Это просто жесть. Сразу чувствуется персонаж, который в рейтингах популярности был в первой тройке. Кстати, у всех комментаторов один и тот же аргумент. Тру Банкай, Тру Банкай. Боже, ни хрена вообще отличительного нету. А в сухом остатке нулевая прочность и реакция. Абсолютная минусовая ментальная составляющая, что выбивает из колеи за секунду. Отвратительный контроль реакции, ужасная условность Банкая, которую он не может обуздать и телится аж 11 глав. Но большой потенциал, лет через 100 раскроет его, но не Бличевских, а наших с вами, внуки будут спорить, я слегка подгорел. Едем дальше, 5 место, Майюри Куроцучи, MVP арки ТКВ. По нему, как и по другим, есть отдельный ролик на 22 минуты, так что чил-зона именно там. Он найдет способ бороться с любыми противниками при достаточном времени на подготовку, конечно же. Однако для победы над ребятами из топ-4 нашему ученому нужно будет перебрать очень нехилое количество средств и собрать кучу информации, и даже это не на 100% поможет ему победить, ведь даже сверхинтеллект Урахары попадался на уловки противников, что в новелле, что в манге. Майюри не боец, он ученый, который способен вести сражение только если он полностью подготовился или же знает о своем противнике многое. Хотя и это не всегда помогает, опять-таки. Давайте с примерами пробежимся по его сражениям. Для начала, чел годами исследовал Квинси, их способности, экспериментировал с ними, вскрывал, потрошил и знал все их техники, ну либо большинство. Но всосал от слабого Исиды с недофольшем в начале Блича. Магия какая-то, которая буквально превратила его в лужицу. Едем дальше. Прямое столкновение нежелательно для Майюри, именно поэтому перед боем с Заэлем он сначала изучил его с помощью бактерий, которых вживил в Исиду, а затем и вообще подстроил собственное тело для сражения с ним, удалив свои органы. Далее, вообще применяя контрмеру, изучил врага с помощью либо тиммейтов, либо Немури, которая часто идет на фарш, что в очередной раз доказывает, что самостоятельно в бою ему очень сложно. Но в сражении с Хицугаей он знал его досконально, поэтому не было проблемой найти контрмеру. Встретившись с Пирнидой, которая вообще очень долго-долго апалась до нормальной формы, узнал о ее возможностях, отправив Кинпачи на опыты, получив нужную информацию, конечно же. Однако так и не одолел врага, ибо львиную долю все же сыграла жертва Немури. Майюри не дотягивает до Урахары в плане мгновенной адаптивности, ему нужна небольшая помощь и подготовка для полноценного сражения. До апов будущих капитанов в Дворце Короля Душ он бы смог найти без особых проблем контрмеру, но сейчас ему понадобится слишком много времени на подготовку, которого может и не оказаться. Заслуженное 5 место безумному ученому GTA 13 с небольшой ремаркой. Если у него безлимит времени, то скорее всего ко всем противникам он найдет подход. Ну а теперь продолжение темы с Тошира. Рукия. Да, мой ненавистный персонаж. Я действительно не люблю Руколу, мне не нравится ни ее дизайн, ни характер, ни способности, если честно. Ну и роль в произведении. Однако на ее стороне холодный ум, ибо она не кинется в бой, отлетая от первого же удара, подвергая опасности своих товарищей.
Она даже не поддалась на провокации Снотта, человека, который чуть не убил ее брата, а это сакральная для нее тема, что показывает ее моральный стержень в сравнении с Тоширо. В сражении с тем же шрифтом F, который явно сильнее Цангду, показывала себя более уверенно, ибо после атаки Шикая S вошел в фольштендинг, в то время как Тоширо, которого вы ставите выше в Шикае вместе с Мацумото, сосал у Цангду и Базби поочередно, где второй даже не напрягаясь унизил Тошика в базе. В Банкае оба шотнули своего врага, только вот Тошик под чудо-таблеткой пустого, которая делает Банкай ядовитым из-за реакцию для Квинси. И то на том же Цангду без фольштендинга, а Руки в свою очередь на S-Нотте под полным фольштендингом, раскрытым на 100%. За Руки также два неоспоримых факта. Она прошла тренировки в Дворце Короля Душ, ее реакцию намного выше и стабильнее, чем у других капитанов до ее места в топе, но вы понимаете, о ком я. Ибо вспомните, какой эффект тренировка в Дворце Ичибэя произвела на того же Ренджи, который отправил на свалку мусор по имени Маскулин, который до этого изнасиловал двух кэпов Вайзардов в Банкае. Факт 1.1. У нее более вариативный Шикай. Факт номер 2.0. Ее Банкай юзается сразу, пусть он и опасен. Здесь не нужны два тиммейта, берущих на себя все внимание врага. Или 11 глав, Будда упаси для каста. Она просто сфокусировалась, крикнула и заморозила абсолютно все, ну а далее расфокусировалась. А если учитывать ее апнутую реакцию из-за тех самых тренировок, у нее явный перевес, ибо Бьякуя в базе, проигравший Эсу, был сильнее того же Тоширо до Трубанкая. А Рукия, в свою очередь, отымевшая второго после ДКД, доминирует над Белобрысым. Ему вон вообще расти и расти в своих способностях. Ибо пока что его давит эта мелкая заноза с менее сильным занпакта той же стихии, что лично по мне позор. И хоть вы ебальником об стены расшибитесь, этого не исправить. Это сухие факты на текущий момент времени, после того, как половина Гютея пошатала после ТКВ. Дожили, да? Рукия сидит в топе Гютея. Я бы сам не поверил. Топ-3 открывает старший брат Руки, Бьякуя. Поэтому мальчику, который выжил, вообще на днях вышло видео, поэтому не засиживаемся на нем. После того, как почилил в горячих источниках дольше всех, сильно апнулся по статам. Теперь его Шикай, как раньше Банкай. Он стоял против Жерара, часто сейвил жопу Тоширо, отвлекал Жерара от Зараки. Имеет довольно большое количество реакций, ибо является представителем благородных семей, у которых его с рождения дофига. Уровень владения шун по айкидо выше, чем у любого в списке до уж точно. Банкай, ориентированный на дуэли, опять-таки апнутый во Дворце Короля Душ. Сейчас, например, одной техники Икки хватает, чтобы заканчивать бой с остальными представителями топа до 3-го места, ибо кастуется все это практически моментально. Апнутая версия меча Белого Императора с текущим уровнем реакцию Бьяку и вообще феерично. Дворец Короля Душ сделал свое дело, поэтому уровень сил Кучики многократно вырос за время ТКВ. Раньше был бомжом, а теперь он сильный бомж. Такие дела. Второе место. Главнокомандующий всего Гютея Кюраку Сюнсуй. Один из старейших капитанов, старший сын представителя аристократической семьи, то есть уровень реакцию также с рождения велик. Один из первых выпускников Академии Синигами, назывной сын Ямамото, один из лучших, если не лучший на текущий момент фехтовальщик всего Гютея. И просто невезучий чел, ибо получал только противников дальнего боя. Главная ачива, которую показал Кюраку, он одолел главу Шутштафеля в первой версии Фольша, в которой он неуязвим для физушных атак. Также бойца дальнего боя, напоминаю. Он до сих пор является одним из сильнейших персонажей Хлорки, ибо мало кто сможет одолеть его без роялей. Таков уж Лилия. Помимо целого ряда техник, Шикая и показателей фехтования, Сюнсуй давит всех в этом топе, даже первое место стратегией ведения боя и опытом. Ибо еще в первой части Блича сражался с сильнейшими противниками наподобие Старка, первого в Эспаде. Но его опасность в сражениях 1 на 1 определяет его Банкай. Все три сцены рассчитаны на изнеможение противника и дальнейшую казнь в последней сцене. Одним предложением старичок по праву сидит на своем посту, командуя остальными капитанами. Как лидер он сильнее и харизматичнее того же Ямамото,
и уж точно не присмыкается перед Советом 46. Но кто же стоит на вершине текущего поколения GTA? Кто та самая машина для убийств всего и вся, ебалоломатель и на занпакта-сажатель? Конечно же, Зараки Кенпачи, полностью оправдывающий свой титул. Равносильно Кьюраку имеет гигантский опыт и талант, еще в детстве сражался и побеждал Унахану, которая на минуточку была первой Кенпачи и невероятным мастером меча. В честь своих навыков и получила еще одно имя — 8000 течений. И теперь представьте, Унахана в прайме намного более опасный фехтовальщик, чем тот же Кьюраку, и вот в детстве ее одолел Зараки. Наш Кенчик потихоньку возвращал свои силы и на финал арки Аранкар или же начало арки Брингеров смог спустить с небес двух сильнейших из ПАД — Сиена и Ями. Оба они носили нулевой номер, второго, правда, при содействии Бьякуи, а первого же уже немного проапавшийся Базашера, которого тоже заставил признать поражение и отказаться от своего титула. На момент вторжения Штернриттера в GTA осилил целых 3 без особых проблем. Затем сразился и победил сильнейшего Доусвеллина Квинси, которого мог остановить только Бах, я говорю о Грэмми. Кастанув Шикай на Зараши, уничтожил целый метеорит, который по заявлениям самого фантазера и реакции окружающих убил бы все живое внутри Сейритея и не только. Танчил взрывы бомб, космос, залпы из огнестрела и все остальное, даже не снимая повязки, то есть не с полной реакцией. Затем этот зверь вышел против Жерара, в битве с которым достиг Банкая и буквально рвал нашего носителя сердца короля душ зубами. Однако, не выдержав своей силы, так и не успел довести битву до конца. В новелле «Убойся своего мира» Кенчик не просто машина для убийств, он бульдозер для адской ебли, которого невозможно остановить. Даже Хиконе, создание из множества частей короля душ, носитель имбовейшего занфакта и вундервафля а-ля Ичига, унаследовавшая мозг Грэмми, не осилит нашего Заракича. Да что там осилит, он не смог Кена банально заставить кастануть Шикай. Но не думайте, что Хиконе так слаб, это просто Кен так силен, ведь было заявлено, что кроме монстра в виде Кена, Ази, то есть Айзена и Ичига, никто Хиконыча бы не осилил. В итоге мы получаем монстра с нереальным уровнем Рейрёку, который буквально ударами ломает метеориты и пространство, танчит опаснейшие выпады от сильнейших противников своим нереально прочным телом и при этом обладает достаточно высоким уровнем мастерства меча. Конечно, как стратегический гений Кен не слишком выделяется и зачастую это его подводит, но даже так, совокупно, Заракич справедливо занимает первую строчку. До прочтения новелл я считал, что Кенчик уступает Кьюраку, но на самом деле нет. Такие дела, народ. Теперь послесловие. Во-первых, Айзен соло бомжей. Во славу Айзена, бога нашего. Именно с такими словами я создал мерч. Футболка с изображением Айзена, который вырвался из Мукена. Его силы достаточно, чтобы закрыть врата ада или наоборот принести ад в этот мир. Его реакция усилена и теперь видно обычному человеку, а в руках же воплощение греха вселенной Блич. Труп, раньше именуемый Яхве Бахом, ныне король душ. И лишь Айзену решать, каким путем пойти, созидать или уничтожать. Вы часто спрашивали, как вступить в ряды айзенианства, вот вам ответ. Это шикарная футболка, предзаказ будет идти 2 недели, стоимость 2190 рублей. Напиши моему боту в Telegram, заполнив анкету, или напрямую перейди к ней по ссылке в описании, и через 100 заявок или же 14 дней мы запустим производство. Во имя Айзена, братья и сестры, бога нашего. Ну а за поддержку канала спасибо большое Ананасику, Аргосу, Антону Соколову, Зороджеру и Шаману. Во-вторых, у меня просто пригорело, когда стали завышать Тошера. Я понимаю, фанаты, все дела, но если абстрагироваться от этого, схема развития персонажа и его сил в абсурдном ТКВ уже была определена. Мне не нравится ни Рукия, ни Тошера, ни Бьякуя, ни Маюри. Единственные достойные сейчас это Кенчик и Кьюраку. Таковы реалии нового состава. Свои вариации, конечно же, кидайте в комментарии, однако помните, никого не оскорбляйте. Все. С тобой был Рабаши, это канал про аниме, но в частности про Блич. На ближайший сезон уж точно. Спасибо за просмотр и рекомендую подписаться на Бусти, где контент выходит раньше, а у шейхов так вообще есть возможность личного общения в отдельном чате с голосованиями за будущий мерч и не только. Вот, кстати, список. Еще раз благодарю тебя и пока.